Ух, девушки-крановщицы, просто уважение вам. Тут с земли страшно смотреть на него, как в этом наверху. Кран 19 метров, 18,70, если быть точным. Система блоков. В принципе, лебедки самые большие, но на эту высоту тросы все поменены на восьмерку. На 8 тросах это все, что можно с них выжить. Так, в теории можно было бы секцию фермы добавлять, высоту увеличивать, но на этих лебедках уже не получится. Надо тогда менять, уже ставить профессиональные лебедки, а это другие затраты. Ну так, для бытовых, наверное, это все, что можно сделать в бытовых. Ну, в принципе, задача раствор, бетон подавать, чтобы залить термопояс. Плюс крышу, когда менять, фермы соберу на земле и просто буду ставить. Может быть, даже по 3 фермы модулями буду ставить. И уже наверху скреплять, так будет легче. Грузоподъемностью кран 5-6 тонн. Но это не точно. Ну что, вроде допилил. Пойдемте покажу, что да как. Начнем с крайней точки. Повесил такой крючочек. Он не маленький, не большой, он красивый. Здесь для тросика поставил страховочки, чтобы он не вылетал. Все пальцы 20-е. Фермы собраны на 12-х. Тут было сначала 4. Здесь думал петлю делать, чтобы складывать. Потом
передумал. Решил для страховки еще приварить уши. Трос везде 8, но на страховке только непонятно какой, бэушный. Замучился с ним, с бэушным. Здесь тоже пальцы все 20-е. Здесь 30-й палец обслуживаемый. Привез пистолет, а он пустой. Так что не получилось смазать. Будем смазывать в другой раз. Там гусек через блок. Здесь тяга идет. Ну, все как в букваре. Гусек через блоки. И стрела тоже через блоки. Дальше что там по стреле? Здесь 40-е пальцы, тоже обслуживаемые. Да, эти стрела и гусек. Здесь все завтулено на латунных втулках. Эти втулки от дышла какого-то вроде, ну, автомобильные. То есть они уже готовы, вот эти. И пальцы, и втулки. Втулки варные, они так и называются. Варные втулки для дышла. То есть продаются. Когда покупал, было дешевле, чем с металла выточить. Вообще по что-то в районе 2-3 евро штука. В общем, копейки. Ну вот, вроде все троса залепил. Осталось тут один трос здесь повесить, если от обрыва страховка. Если оборвется этот трос, типа страховку. Ну, пока трос новый, не так страшно. Покупал 120 метров троса. Вот осталось метров 10, наверное. Ну, или около того. Так, в принципе, ну, должно для страховки хватить как раз этого троса. Поворот осуществляется на 2 точках. На ступице плюсом поворотный круг от площадки, ну, от прицепа лесовоза. Бэушный получилось по случаю. В принципе, он изначально не предполагался. Думал только на ступице делать. Но подвернулся кружок. И все получилось без химии. Рама сделана из 160-го швеллера. Первый мост поворотный. Здесь ступица от внедорожника. Прилажено мосты. И первый, и второй это от бусиков. Renault, Peugeot, Citroën, Fiat. У них у всех такие задние мосты. Ездит прямо по швеллеру. В принципе, для моих задач я его никуда перевозить не собираюсь. Здесь дышло ставится. И по территории катается. Так, конечно, по дорогам здесь надо по-другому делать.
не проживет долго эта конструкция. Стоит на лапах от полуприцепов. В качестве домкратов использую. Лапы, конечно, огонь. Если надо поправить горизонт, в принципе, руками поднимается на первой скорости. Ну, это с мельницей. Это ленивая, только ключом, трещоткой. Ну, легко тоже достаточно. Что еще? Лебедки. Ну, максимальные, какие возможны. Бытовые. Там на редуктор поворота используется минимальная, которая есть, самая маленькая лебедка. Идет через редуктор. Там он редуктор. Сначала делал, чтобы думал, хватит скорости. В принципе, у лебедки редуктор есть. Думал напрямую пускать на звездочку, но очень большая скорость была. Поставил 7,5, 1 к 7,5 понижение. Надо было 1 к 10 ставить. Еще медленней. Ну, поменять легко. Вопрос денег. Здесь электрика. Все собирал сам. Зафэншуил. Приятное удовольствие. Такое интересное занятие. Разобраться. Стоит пульт дистанционного управления. Ну, видели с пультом. Моторы подключены. Залезал сюда. Подключался. Вот провод заводил специально. То есть во все моторы вот заведен провод и подключен напрямую в моторы. Пульты оставил на всякий случай. Мало ли с дистанционным какие-то трудности, чтобы управление осталось. Питающий кабель заведен, просверлил цапфу. Теперь можно вращать. Кран, не думая особо про кабель. Уровень просто так лежит. Сначала думал его вот сюда лепить, но потом решил, что кабель важнее. В принципе, цапфу было сложно просверлить. Практически целый день потратил шуруповертом. Неудобно. Ну и там толщина была, не знаю, сантиметров 12. Еле хватило сверла. Уже на самом кончике в патроне пробил. Думал, вообще невозможно, что цапфа каленая, но она как-то внутри там не прокалена. Сверлится достаточно, ну, бодренько. Вопрос только толщины металла. Что еще рассказать? В общем, кому интересно, спрашивайте, задавайте вопросы. По крану дополнительно нужен плавный пуск. Блок закажу. А так, в принципе, все работает. Ну, жутко, жутко. Когда на земле был, не такой страшный. Когда встал,
Впечатляющие размеры, конечно. Гигантомания. Стрелу приваривал петли. Она ломается сначала сюда, потом на сторону. В теории это предусматривалось, что он будет практически в собранном состоянии передвигаться. Но на практике я так понимаю, что стрелу надо будет сбрасывать, откручивать троса и стрелу перевозить отдельно от него, если по территории. Ну или можно пытаться ее как-то на прицеп какой-то от машины класть и уже пытаться передвигать. В общем, что так, трудности. Диагонали получается водопроводная труба. Дюймовка она получается, или оцинкованная труба. Зачищал от цинка флексом под сварку. Верхняя тоже какая-то оцинкованная была, новая. Ну, все на металлоприемке брал. Разница, правда, не очень большая. Все умные, все хотят зарабатывать. От новых процентов 20-30 разница всего. Все в Европе дорого. Перевозил на площадке для легковых автомобилей. Заходит, встает, все красиво. Перевозил без лап, здесь уже на месте стоял. Если с лапами перевозить, конечно, эти распорки снять, и тогда лапы складываются хорошо. А без и так шикарно. Делал примерно полгода, плюс-минус 2 месяца. Ну, начал 24 декабря в выходные. И в принципе, ну, редуктор месяц меня задержал. Сразу не получилось, как хотел. На месяц задержался. Сегодня 1 сентября. Две недели почти собирал. Ну все. Что забыл, спрашивайте. Все расскажу, что знаю. Проект интересный, занимательный. Все, лайки, дизлайки, комментарии. Ну, все как мы любим, да? Пока.